Такое нельзя говорить. Ты еще не помнишь? Ну, у России достаточно много врагов, сразу не сказать. И не только у России, у всего мира. Англия. Соединенные Штаты. Португальцы. Китай. Скрытые агенты, скажем так, американские чижища. Либералисты. Продажная интеллигенция. Думаю, то, что Путин с поддержкой Америки. И кореша его Греф, Чубайс. Власть. Единая Россия. Бюрократы, казнокрады. Руководство. Политика путинская, это точно я могу сказать. Что нужно делать, чтобы это изменить? Вилы брать. Больше же не изменишь, только вилы. И кто у России главный враг? Или что у России может быть главным врагом, что мешает ей стать богатой, свободной, процветающей и счастливой? Строй. А поподробнее можно? А поподробнее надо возвращаться к тому, чтобы строй был тот, который был, и двигаться к построению коммунистического общества, а потом уже в высшей форме управления обществом без государства. Это называется анархия. А анархия никто, в общем-то, не отменял. Это превратили большевики в свое время, что это ругательское слово. Так что заниматься надо строем. Мы переизбрали Путина на 1000-й срок. Без единого голоса против. Поэтому что тут говорить? И когда суют микрофон, ну, скажем, Зюганову и говорят, вы что, будете национализировать? Национализировать? Да, конечно, надо национализировать. Национализируйте хотя бы одну скважину, и хватит нам оплачивать, ну, в общем-то, лекарства и различные делать операции для серьезно больных людей. Все. Положение в стране сейчас плохое у нас. Да? Мне кажется. Мне кажется, мы сами себе мешаем. А что у нас с положением не так? Ну, почему у нас Навальный в тюрьме сидит? Почему? Вот Я не это- знаю почему. Вот Я мы даже не знаю, кто такой почему. Навальный, если честно. Вот он не должен сидеть в тюрьме. И мне кажется, это должно быть максимально публично. Все, что с ним происходит. Хоть что-нибудь. Ты лично с ним знаком, может быть, ты общался, может, знаешь его семью. Откуда ты Да. вообще знаешь, что это не постанова? Всегда нужно отталкиваться от себя, брат. Вот я ем эту булочку вкусную, я рад. Я Может рад, быть, что он она прав. есть. А может быть, как раз и нет? А может быть и нет. Все возможно. Как вы думаете, кто главный враг у России? Да, конечно, сейчас Соединенные Штаты. О. И не только у России, у всего мира. У всего мира буквально. С кем они дружат? Да ни с кем не дружат. На всех они наступают. Даже Западную Европу они вот так наступают. Ну или тех, кто виляет хвостом. Там Канада, Австралия, те вообще не возникает ничего. А на всех остальных, что Германия, что Франция, чуть-чуть сказали против. И сразу же. А что надо делать, чтобы у России не было врагов? А когда не было врагов у России? Вот давайте будем копать. Да, да. Руководство. Главный враг – это коррупция в Российской Федерации. Мне кажется, если бы ее не было, страна бы расцвела, грубо говоря. Вот. А насчет врагов извне, это уже как бы гонка политическая, можно сказать, за лидерство в мире. Ну, у России достаточно много врагов, сразу не сказать. Но первое, я так думаю, это все-таки будет Америка. Она с нами как бы довольно давно уже воюет. Не знаю почему, но сейчас, как бы после распада СССР, Украина начала с нами конфликты вести. И не знаю почему, как бы довольно-таки хорошо сотрудничали. И тут, значит, такое дело. Скажите, а как думаете, вот вы сказали, что Америка ведет с нами войну, в чем проявляется эта война? Ой, да почти во всем. Они пытаются нас опередить, хотя у нас технологии ничем не хуже, чем у Америки. Скажите, пожалуйста, что за последние 50 лет Россия сделала в плане технологий лучше, чем сделали американцы? Ну, во-первых... Какой-нибудь конкретный любой пример. Может быть, мобильный телефон, может быть, что-то еще. Вот, что мы сделали лучше, чем все другие страны. Ну, во-первых, как всегда, это будет являться космос. Мы все-таки первые во всем. Гагарин, то же самое. Я сказала, за последние 50 лет.
А Гагарин разве не за 50 лет у нас диапазон этот? Уже нет. Уже нет? Тогда интересно стало. Люди, которые ссорятся между собой. Всегда самые большие враги мы сами в себе. Вот. Я думаю, что не надо искать внешнего врага. Надо все-таки внутри пересмотреть что-то и принять правильное решение. Но это очень сложно, потому что управлять государством — это не управлять там своим домом и хозяйством. Это гораздо сложнее. Я думаю, это какой-то общий враг, который мешает всем. Скажите, кто у России главный враг? Вот чего не хватает России для того, чтобы быть могущественной и счастливой? Бюрократы, казнокрады. Кто еще у нас? Разве в России не была богатой страной? Если бы не было этих чиновников, которые воровали, мало их сажают, их больше надо сажать в тюрьму, а не просто отнимать у них все. Я говорю, такая богатая страна, и мы нищие, нищие. Ну что это, пенсионеры живут с копейки на копейку. Я не считаю, что у России есть какие-либо враги, потому что мы великая страна, большая держава. Естественно, будут какие-либо враги, но они нельзя выделить какого-то конкретного. Враг, сами враги себе. А почему? Коррупция. Вот почему. Если бы не было коррупции, Россия самая богатая страна в мире. По мне так у нас нормально все. Вот. Не знаю. Англия. Почему Англия? Издревле она всегда была против России. Манипулирует Америкой. Само государство, мы деградируем, мы не работаем, мы очень мало вкладываемся в свое образование, в свою реализацию. Быть активнее самое главное и поменьше лениться, и все будет хорошо. Наркотики. Да, мы, конечно, можем сказать многое, но, в принципе, да, наверное, в принципе, коррупция виновата, да. Кто у России главный враг, который мешает ей стать свободной, процветающей и счастливой? Лень. Я поддерживаю мнение. Лень. Лень, только лень. У нас очень ленивый народ. Я думаю про друзей. Про врагов я не думаю. У России нет врагов. Нету. А как вы думаете, кто у России главный враг? Главный враг – Соединенные Штаты. А почему? Мое мнение такое. Ну, оно же должно на чем-то основываться. Ну, на общих. За всю свою жизнь прожитую. Ну, а что конкретно сделали Соединенные Штаты Америки, что они стали нашим главным врагом? Ну, они, в принципе, не подчиняются никому и ничего. Ни ООН, ничего. Они что хотят, то и делают. То есть вы считаете, что все, кто России подчиняется, это друзья, и кто не подчиняется, враги? ООН это не подчинение. Это международная организация, которой все должны подчиняться. Да, наверное, тоже сложно сказать это все. Я думаю, тут совокупность всяких факторов, которые, влечет, в принципе, за собой эту данную проблему. А каких факторов? Хотя бы вот пример. Но их достаточно много, я затрудняюсь в данный момент сейчас ответить честно. Ну, как минимум, переход нужен в экономике, потому что экономика Советского Союза осталась, она не такая уж успешная, ресурсы потихоньку заканчиваются, надо переходить на рыночную, а переход пока что не осуществляется, или осуществляется, но с очень маленькой скоростью. Вот поверьте, сами себе враги. Вот можно по-другому решать, я так считаю. Это я не политик, но чуть-чуть есть, понимаю его политику. Главный враг. Скрытые агенты, скажем так. Чьи? Ну, американские чьи еще. А что такого сделали эти скрытые агенты, и что такого сделала Америка, что Они хотят развалить нашу страну. мы им очень нужны, вы считаете? Как раз развалить, потому что мы им не нужны. Дмитрий. Коррупция. И все. Ну, главный враг, да, на мой взгляд.
Сами себе враги, наверное, скорее всего, я так думаю. Вот. В России нет врагов, по большому счету, как и у всех людей. То есть мы сами себе враги, в первую очередь, я так думаю. То есть. А людей не изменишь уже, на самом деле. Так. Больше вероисповедания, то есть чтобы молодежь больше к религии тянулась, к церкви, там, к мечети, христиане к христианству, мусульмане к исламу. То есть. Ну, я так считаю, потому что сейчас мало то есть, ребят, кто действительно тянутся к вероисповеданию. Мое мнение такое. Сейчас много ребят с проколотыми ушами, там, одно, второе. Ну, я как-то так, то есть мое мнение такое, извините. То есть. Ну, я считаю, врагов много, могущественные, процветаемые мы уже, и я считаю, что Россия очень великая страна из-за того, что люди сами по себе добрые и все это. И я считаю, а врагов, у каждого даже простых людей врагов много. А уж у такой огромной страны. Пенсию платят? Пенсию платят людям? И мир на земле. В России мир. Ты свои бабки получаешь, Вы жили, смотри. когда не платили пенсию, а наши родители жили при этом. Вы жили, когда здесь было 90-е Ты еще не помнишь. Вы не помните это? О, это сложный вопрос. Ну, сами виноваты. Сами. Все остальные просто пользуются нашей добротой и такой вот любовью ко всем, как раньше говорили, любовь как этот ангел, который с крылышками, любовь ко всем и с голой задницей. Вот так оно и есть у нас. Просто очень жалко. Допустили предателей, вот как мягко говоря. Предали, а теперь вот очень трудно, конечно, все. каких предателей? Ну, те, которые, вот Министерство образования, как вот допустить вот такие учебники, это вообще, это же просто дикий ужас. Вот. Ну, с медициной, ну, тоже, конечно. Ну, да, что те, которые вот заводы порушили. Я понимаю, там станки, конечно, были старые еще, немецкие, модернизировать надо было. Ну, эгоисты. Кто у России главный враг или что у России главным врагом является, что мешает ей стать свободной, процветающей, богатой и счастливой? Свобода голоса, наверное. Власть. Которые есть в самой России или какая-то другая? Мы сами себе враги на самом деле. Так что других врагов у нас нет, мне кажется. Вопрос, конечно, очень интересный. Кто главный враг? Ну, вообще-то я считаю, что за рубежом нам подножки дают. Из-за рубежа. Ну, а что еще можно сказать? За рубеж как? Америка или Европа, или, может быть, какие-то Нет, все-таки не Европа. Наверное, все-таки Америка, она все это делает из-под тишка. Все в свою пользу старается делать. Я считаю так. Я скажу по-своему. У России главный враг – это… И не только у России. Наверное, я немножко перефразирую ваш вопрос, если вы не против. Не у России, а у мира сейчас. У ряда стран определенных есть главный враг – это отсутствие образования. Точнее, оно есть, но оно хромает. Как вы думаете, кто у нашей России главный враг, который мешает ей стать свободной, богатой, процветающей, счастливой? А не один враг-то. Кто? Ну, назвать поименно не надо. Можно поименно. Ну, кто? Сами знаете. И Корешаеву, Греф, Чубайс, Набибулины, вот эти все. Вот они и мешают. Что тут нет? А как считаете, что нужно делать, чтобы это изменить? Вилы брать. Больше же не изменишь, только вилы. Кто у России главный враг? Я думаю, что мы сами для себя делаем плохо. И это должно исходить прежде всего, конечно, с верхов, с руководства нашего, потому что проблем наверху выше крыши, и вы это сами прекрасно знаете. Все должно уходить и приходить к тому, чтобы прежде всего не было коррупции. Не будет коррупции, будет все хорошо. Что такое главный враг? Путин молодец, он поднял Россию из ничего, развалил ее Ельцин, развалили там верхнюю верхушку, вот и все. Так а враги у России есть? Есть. Кто? И будут. Кто? Как кто? Да все кругом. Вы что думаете, я с вами тоже, если вам что-нибудь не понравится, мы как будем разговаривать? Вот так и вся жизнь. Стать свободной, счастливой, процветающей, богатой. Вот кто этот враг? Единая Россия. Ой, как неожиданно вы меня... В России главный враг?
Да, наверное, ленивые люди, апатичные, вот и все. Ну, то есть, если люди все вместе как-то начнут думать над своим будущим, то все будет хорошо. Пока у нас очень огромное количество пассивных людей, вряд ли что-то будет разумное. Скажите, а кто у нашей России главный враг? Продажная интеллигенция. Правительство наше. А поподробнее можно? Ну, несколько человек управляют страной в течение 20 лет. Как бы уже зажрались, власть всю в свои руки взяли. Ну, все предприятия, все находится в одних руках. Те же самые, ну, так, если откровенно говорить, малый бизнес развиваться не может, потому что корпорации уже захватили. Те же магазинчики открыть, ты уже не сможешь, потому что, ну, уже большие корпорации уже все это к рукам прибрали, просто ты не сможешь составить конкуренцию на рынке. Ну, это как такой пример небольшой. Но я все-таки считаю, это наше правительство, главный враг. Как вы думаете, кто главный враг у России? Кто главный враг в России? У России. У России главный враг. Врагов много. Например? Те же Штаты. А вы как думаете? Сам глава наш. Сам глава Путин. Ну, это со Да, кто у России главный враг, который мешает ей стать богатой, свободной, счастливой и процветающей? Красавица. Вот она и так богатая. Все. Была вот это, как ее... Нет. 1812 год. Вы все равно в масках вас никто не узнает. Хорошо. Да меня хай узнает. Путин. Думаю, то, что Путин с поддержкой Америки. Не знаю. Нет врагов? У меня нет. А у России? Не знаю, за Россию не могу сказать. Законодательство не очень лояльное к предпринимателю. Хотелось бы, чтобы было посвободнее и полегче в этом плане. Ну, я считаю, в этом самое главное. Как вы думаете, кто у России главный враг? Россия сама. Наша верх. Не знаю, мне кажется, мы сами создали себе такие условия, в которых мы живем. Я думаю, так. А можно это как-то поменять? Я думаю, нет. Абсолютно невозможно. То есть, как бы как там у них, у нас так не будет никогда. У нас менталитет другой. Как бы никакие технологии, оно ничего не изменит. Главный враг в России? Наверное, не знаю, Ну, политика путинская, это точно я могу сказать. Отсутствие развитых демократических институтов. Главный враг, я считаю, это либералисты. Либералисты, которые сидят в правительстве. Вот это самый главный враг для России. Для России. Потому что, да, внешняя политика мы более-менее сдерживаем. Армию мы подняли с колен. А вот промышленность, население вот внутри, почему-то о них никто не заботится. Заботится только в свой карман положить. И все это понимают отлично. Вот. Все то, что сейчас находится у власти, надо постепенно, не путем революции, а постепенно убирать. Вот. И на кого менять? На кого менять? Ну, давайте вот возьмем то, что Мишустин пришел к власти. Да кто он такой? Без фамилии, пожалуйста. Кто он такой? Давай без фамилий. Почему у нас разве нет профессоров, экономистов, там туда-сюда? Возьмите Глазьева. Это вообще передовой человек. У нас очень много людей. Очень много. Вот их и надо ставить. Вот. Потом, почему мы все деньги отправляем за границу? Что-то случись, нам же назад ничего не вернется. А потом, вот эти вот, кто сидят у власти, вы возьмите, хоть один ребенок у них учится в России, почему-то все учатся там. И каких-то крутых мер и решений по отношению к своей стране они не будут делать, потому что
ребенок у них там. Кто у России главный враг, который мешает ей стать свободной, процветающей, счастливой, богатой? Россия. То есть сама Россия? Да, сама Россия. Если Россия захочет, она может стать процветающей, свободной. А что нужно сделать России для этого? Что нужно сделать России? Хороший на самом деле вопрос. Ну, во-первых, жить русским людям и, в принципе, стране для себя, развиваться самим и не искать себе врагов в лицах других стран. Мы сами, наверное. Ницше говорил, не придумывайте себе проблемы на пустом месте. Без понятия. Америка. Враг? У нас в России нет врагов. У нас только непонимающие люди, которые не разделяют задачу России. А в чем заключается задача России? Ее национальный интерес, ее свобода, ее границы. Так, как она была империей, так она и должна быть. Спасибо. Зачем враги нам? Мы врагов победим. Скажите, как вы думаете, кто у России вот главный враг, который мешает ей стать процветающей, счастливой и свободной страной? Несменяемость власти. Главный враг, я тут недавно прочитал, мне очень понравилось. Главный враг – сама Россия у нас. Ну, это я образно говорю, понимаете? Это вот люди, которые не любят Родину. Вот это вот самые главные враги. А кто ваш... Нет, непонятно. Ну, вы знаете, вот типа пятая колонна. Потом, которые сидят там вверху. Ведь не все же честны, не все любят свою страну. Многие стараются выкачать из страны побольше денег, отправить на Запад, чтобы хорошо жить. Так. Вы считаете, что это главные враги России? Да. А что внешние враги, я не считаю, что они страшные. Нас они все-таки боятся. Вот, так это ж те англичане, которые когда-то уехали в Америку. А что они не делают-то не так? Да все не так, им всегда всего было мало. Они всегда чего-то хотели больше. Теперь они выбрали то, что у них есть, и им не хватает нас. Те самые предприимчивые англичане, ну и, скажем, португальцы, которые населяют Америку сейчас. Вот они сейчас называются американцами. На самом деле они те же европейцы, только поменяли цвет. Вот и все. В такой огромной стране навести порядок, конечно, очень сложно. Во-первых, потому что регионы зависят от центра, в то время как в Америке, вот видите, там есть разные законы в каждом штате. Вот, но, мне кажется, россияне всегда будут непобедимы. Кто у России главный враг, который мешает стать ей свободной, богатой, процветающей и счастливой? Америка, девушка, Америка. А почему? Что она такого сделала? Ну, потому что Америка ведет неправильные взгляды политики в сторону России. Ну, на континенте есть Китай, который мешает, на самом деле, да, экономически. То есть мы не можем взять лидерство на этом континенте. Я бы сказала, менталитет. Наш менталитет? Да, наш менталитет. Ты враг. Журналисты продажные. Эвакуация идет полным ходом. Считается, что нет ни одного шанса, что стремительно несущийся поезд сможет пройти этот поворот.